Привет, я Юрий с канала JR Woodworking и по многочисленным просьбам покажу вам инструмент, которым я пользуюсь в своей повседневной работе. Поехали с самого главного. Первое, что у меня есть, к сожалению, пока только один, это вот этот вот чудесный рубанок Clifton номер 4,5. Если честно, если бы я покупал первый рубанок прямо сейчас, то меня убедил Роб Косман, что первый рубанок хорошо было бы взять 5,5. Он достаточно большой, чтобы выравнивать поверхности, и достаточно маленький, чтобы быть повседневным рубанком и так далее. В общем, это классный рубанок 4,5, да, но он коротковат для того, чтобы выравнивать вот такие вот там, ну, длинные доски, допустим. Вот. Дальше. Какие лезвия я использую? Конечно же, это родное лезвие Clifton из стали О1, если я не ошибаюсь, криогенной закалки. Очень мне нравится. Оно достаточно мягкое, и из-за этого его очень легко заточить до такой вот идеального состояния, где можно получать абсолютно такую зеркально-гладкую поверхность. Вот, чего не могу я сделать, к сожалению, пока с лезвиями Zenvu. Потому что у Zenvu он использует здесь титановая основа и вставка из MagnaCut стали порошковой. И она настолько твердая, что ее не берут мои камни. Покажу сейчас. Ее не берут мои камни Naniva 8000, это Naniva Traditional, кажется. Это Shapton 1000 грид. И они практически просто вот гладят по этой стали MagnaCut и ее практически не берут. Поэтому заточить его очень тяжело, но если заточить, точу я вот на алмазах от того же Zenvu. И эти алмазы действительно хорошо с ней справляются, но у меня нет просто достаточно мелких алмазов. Вот самый мелкий это 1000 номер, поэтому я их использую чаще как обдирочные, как первые для грубой обработки. И кстати, еще одно лезвие у меня есть Zenvu Tools, такое же, но я его заточил. Здесь с одной стороны 35 градусов и сверху еще 20. Итого это 55 градусов. Угол заточки 55 градусов, как зубило. Оно практически не тупится, и я это использую для очень сложной древесины или для очень высоко минерализованной древесины, такой как венге. Вот. Потому что вот эта железка из стали О1 на венге тупится так, как будто этот нож сделан из пластмассы какой-то. То есть он мгновенно просто, совершенно мгновенно тупится, и все, и работать им невозможно. Поэтому сталь вот MagnaCut, заточенная под 55 градусов, спокойно справляется с венге, с любыми вот там Snakewood, подписчик мне прислал, я что-то делал из нее. И так далее. То есть для любой твердой и сложной древесины. Кстати, также для сложных древесин типа платана, там всевозможных сувелей, 55 градусов заточенное лезвие справляется на ура. Так. Вот здесь, дальше сейчас. Здесь заточено у меня лезвие 35 градусов, сверху небольшая микрофаска, вот так же как Роб Косман делает, там, подложив линеечку или просто на весу небольшой наклон. То есть 35 плюс там 3 градуса, еще там 38, допустим. Мне подходит, мне, честно говоря, нет нужды делать острее. Чем острее угол, тем быстрее тупится лезвие, но и, соответственно, тем тяжелее врезаться в древесину. Но, так, сейчас тем тяжелее врезаться в древесину, но, опять-таки, если вы достаточно парень тренированный, то должно хватить сил. Так, едем дальше. Что дальше? Так, стамески. Вот, опять-таки, вот стамески, которые мне прислал Люк из Zenvu. Что за марка стали, я не знаю. Стамески хорошие, по ощущениям очень похожи, наверное, на вот мой Fail. Вот. Так.
короче. Там, ну там у меня разносортица, тут и Фейл, и Киршен, вот две. Вот. В общем, сталь хорошая, точится легко, точится спокойно на Нанева берет Traditional и Шаптон, то есть алмазы не нужны. Вот, стамески хорошие. Умеренная цена у них, поэтому думаю, что пользоваться можно. Вот эти стамески от Zenbu. Это уже ручку я сам переделал, потому что я уже эту разбил. Это вообще нечто особенное, нечто уникальное, которого я никогда не видел ни у каких других производителей. Как и лезвие для рубанка, эта стамеска сделана из титана, и в ней вставка из магнокат. Стамеска очень хорошая, она очень долго держит заточку. И в принципе вообще, то есть я ее очень безжалостно использовал, то есть я ее так безжалостно, что разбил ручку и вот сделал на японский манер с таким стальным кольцом, и теперь я думаю, что по ней можно лупить еще сильнее. Она, в общем, очень хорошая, такая живучая, мощная стамеска, она еще очень толстая, я думаю, что ее достаточно сложно сломать. Вот вторая такая же. Тут на ласточкин хвост вставлена эта пластина из магнокат. Есть у них один существенный недостаток. Они очень дорогие. Вот, знаете, они существуют, и они достаточно хороши. Так, что еще я пользуюсь? Дальше. Поехали. Дальше. Я использую для нарезания ласточкиного хвоста, как правило, это вот эту вот пилочку Veritas. Она у меня очень много лет, больше 10 лет, наверное. Я ее несколько раз точил. Она у меня была в цеху, ей пользовались люди просто как обычной ножовкой. В общем, пилочка очень живучая, очень хорошая. Вот, наверное, пора ее подточить. Я ее в прошлом году подправлял надфилями. Но надо хорошие надфили купить. Хорошие. Вот, дальше пила, какая мне очень нравится, это Гиакуча Риоба на 240 мм. У меня была Риоба 270 мм. Сейчас покажу, что от нее осталось. Вот что от нее осталось. 270 мм была. Но она 270 мм, она слишком толстая, слишком большая, слишком грубая. И не знаю, то есть она не для тонкой столярной работы. 240 для меня оптимальный вариант. 180 у меня никогда не было, там 200 не было. Вот. Еще хотелось бы мне, конечно, обновить свои пилы Дозуки. Вот. Дозуки очень классная пила, но у нее тут был каленый зуб, и он как-то я неудачно помню, что-то взял ее, искривил, и все зубья осыпались, в общем. Поэтому я больше не покупаю пилы с калеными зубьями, которые черненьким таким вот. Поэтому вот эта вот Гиакуча, у нее нет каленых зубьев. Они светленькие все, и они не осыпаются. То есть они спокойно надфилем точатся. Особенно продольную сторону легко заточить. Поэтому я бы рекомендовал, конечно. Тем более она относительно недорогая, даже относительно этой Veritas. Поэтому такие можно покупать, и я там, не знаю, раз в год, раз в 2 года покупаю новую, да и все. Лишних у меня никогда нет, запасных нет, даже Дозуки никак не могу купить. Вместо Дозуки я пользуюсь этой Veritas. То есть у нее очень мелкий зуб, она спокойно пилит и поперек, но так как зубья у нее заточены под 90 градусов, поэтому она спокойно врезается и вдоль волокон, и поэтому для ласточкиного хвоста она очень удобна. Кстати, хорошие пилы делает Temple Tool. Они сделали уникальную пилу Дозуки. Всегда Дозуки у японских производителей Дозуки всегда только поперечная. То есть там зубья только такие . А продольные есть только у Катабы и у Риобы. Но обушковая Дозуки только поперечная. А Temple Tool сделала и поперечную, и продольную пилу. Поэтому будет возможность, я обязательно закажу у них набор пил. Так, поехали дальше. Так, это я спрячу.
Поехали дальше. Ага. Рубаночек. Вот, маленький мой блокплейн самодельный. Я его делал на видео. Кто знает, тот, может, кто видел. Он сделан из венги. Сначала я его сделал из венги. Просто не было то никакой подошвы металлической. Но венги оказался слишком хрупким материалом, твердым, и вот эти вот волокна грубые начали проедаться. То есть буквально после нескольких движений тут же начали вот такие вот канавки, он начал осыпаться, в общем, очень неподходящая древесина для рубанка. Но для корпуса подходит. Прекрасная, твердая такая увесистая, красивая. Поэтому я прикрутил туда сверху еще латунную, кусок латуни, просто напильником там пропилил. Не очень аккуратно. Но он работает и работает очень хорошо. Лезвие тут сделано из какого-то старого советского рубанка. Так что вот так, ничего особенного. Едем дальше. Так. Дальше. Инструмент для разметки ласточкиного хвоста и всевозможных измерений и переносов. Это кронциркуль. Или Wing Divider. Эта фирма называется La Cible, Франция. На диктуме ищите. Больше я его нигде, кроме диктума, не видел. Так что вот так. Больше мне сказать о нем нечего. Просто мне понравился внешний вид. Хотя я хотел Starret. Видел его в магазине Fine Tools в немецком. Но к тому моменту, когда я решился купить, Starret закончились. Хотя этот оказался даже красивее. У него эти такой латунный винтик, вот эти шайбы латунные. В общем, он красивый, хорош. Вот, достаточно красив. Так. Дальше. Рейсмус Veritas. Обычный Рейсмус Veritas, может не совсем обычный, у него вот это еще есть микроподстройка. Миллиметров 8 у нее ход. Я очень-очень редко пользуюсь этой микроподстройкой, можно и без нее. Вот. Почему я взял именно этот? Я взял не ради микроподстройки, а ради того, что у этого Рейсмуса у него смещен центр. Вот. Поэтому он не катается по столу. И еще у него вот эта вот нижняя часть больше, как бы есть большая поверхность для упора на доску, поэтому взял его. Мне нравится, привык к нему. Ни на что не хочу менять. Может быть, хотел бы купить еще такой с 2 штифтами, чтобы размещать там сразу шип, гнездо. Возможно, невозможно, а просто когда-то обязательно добавлю его в свой набор. Так, что дальше? Молотки. Это один из моих самых любимых молотков Zenwu. Он сделан из титана. И в нем сюда наковано, приклеено, напаяно, не знаю, как она прикручена. Это вставка из нержавеющей стали. Молоток отменный, просто класс. Не знаю, возможно тяжеловат, там 450 грамм, кажется. Энергичный, в общем, классный молоток, мне очень нравится. Внешний вид его нравится. Ценник относительно японских молотков, в принципе, такой же. Как хороший японский молоток. Японские молотки, у них там начинаются ценники если вот ручной работы, молотки, они начинаются с ценниками там от $150 и выше, от 150 евро и выше. Там и 1000, и 1500, и 500 евро есть красивый молоток такой. Вот этот $160, насколько мне помнится. Очень хороший. Это Router Plane Veritas. Подарил мне подписчик из Америки. Большое спасибо ему за это. Это, конечно, классный инструмент. Совершенно в идеальном состоянии. Вот. Конечно, что о нем рассказывать? Я думаю, вы знаете, из моих видео видели, где я его использую. Понятно, что не обязательно Veritas. Просто мне хотелось, Veritas очень красивый, удобный, хорошо настраивается. Другими не пользовался, никогда не было у меня. Вот, поэтому, если есть другой, значит другой тоже классный. Вот это
плоуплейн, планшплейн, грунтубель восково. Скажем так, многие спрашивают, им нравится, там еще что-то. Честно говоря, как по мне, это чудовищно неудобная штука. Это просто кошмар какой-то. Единственное, вот, что меня заставляет его вот держать, это то, что он работает. И у меня нет другого. Я не могу найти там за какие-то адекватные деньги другой. То есть все, что я нашел, вот то, что мне нравится, это Veritas. Я тем более еще хочу для левшей. Только Veritas делает для левшей вот такой вот рубанок. Потому что тут... Короче, мне тут, в общем, кто левша, тот знает, в чем разница. Вот. Что еще? Почему он мне не нравится? Он мне не нравится из-за того, что вот эта вот дурацкая маленькая ручка, она давит, она очень, тут все вообще, его когда берешь, особенно левой рукой, это просто кошмар. Я его держу вот так вот, у меня рука как в паука какого-то превращается, и вот так вот, что-то я ему вывернуть с другой стороны, то есть я не могу с этой стороны. Правша берет за эту ручку и вот так спокойно работает им. А мне приходится вот так вот что-то в раскорячку, короче, с другой стороны, поэтому это просто ужасная вещь, короче. Это копия рекорд какого-то, рекорд. В общем, мне не нравится. Внешний вид прикольный, какая-то странная штука, но вещь чудовищно неудобная. Поэтому, не знаю, не рекомендую. Для левшей точно это мусор. Вот. Так, пару долот. Есть тут ничего особенного. Молоточки. Просто я не знаю, что еще. Важные какие детали. То есть какие ножи использую я. Для заточки и разметки и так далее. Сейчас покажу. Вот какие мои любимые ножи. Так, это я совсем недавно сделал. Просто вот из ножа от фуговального станка. Просто такой вот ножичек. Потом у меня есть разметочный нож, очень нравится мне. Лезвие здесь из нержавеющей стали Inox. Это Victorinox, короче. Это просто старый рассыпавшийся Victorinox сломанный. Я лезвие как-то сохранил, забил его сюда в деревянную ручку. И вот теперь у меня такой есть разметочный нож из Victorinox. Это мне подарил Андрей, друг мой. Такой вот нож, прям как в мультфильме «Мальчик и птица». Он там точил такой же нож, помните? Вот. Очень хороший, такой стильный, затачивать карандаши, то, что надо. Нравится мне, красивый, главное. Так. Что я себе... То, о чем я мечтал много лет, и мне Сергей Соколов, дружище, спасибо тебе, помог мне приобрести это в Канаде у Ливелли. Так, то что клей какой-то остался, да? Вот. Короче, вот уникальная вещь, классная, очень, очень классная. Я хотел такую, что-то делал, думал из алюминия, там старые винтажные, они из чугуна, а так как тут горячая вода постоянно используется, поэтому они очень сильно ржавеют, алюминий слишком быстро отдает тепло, быстро остывает и так далее. А это литая нержавеющая сталь, вот так, какой-то литой нержавеющий чугун. В общем, классная штука, очень нравится, шикарная клееварка. Для подогрева использую обычную аптечную медицинскую эту спиртовую горелку, которая стоит $2. Вот так. Все, спиртом заправил, поджег. Класс. Нравится, рекомендую. Стоит недорого, вроде $30 она стоит в Канаде. Дальше. Про рулетку спрашивают. Рулетка. Это... мне подарил мой старый друг ее много лет назад. Эта рулетка BMI метр называется. Или BMI стоппер. Не знаю, как сейчас. Вроде BMI метр. Рулетка классная. Это рулетка 3-метровая, да? Это, наверное, 3-метровая. Она работает вот так, что
Вот я нажимаю, если вот так дать опору, она сама просто под собственным... А нет, она Нет, трехметровая. Да, действительно, 3 метра. Вот. Она из-за того, что, собственно, лента пружинит и пытается стремиться распрямиться, поэтому она и работает на выдвижение. А обратно надо нажать кнопочку и руками ее затолкать. Рулетка очень классная. Очень надежная. Эта лента, я сколько раз переламывалась, там еще что-то, нет ни одного залома. То есть очень-очень качественная лента, просто невероятного качества. Вот видно, что у меня уже краска стерлась уже до основания, до самой стали. А на рулетке до сих пор нет заломов, нет каких-то вот разрывов, в общем, изгибов. В общем, рулетка очень качественная, классная. Но есть одно но, как и многие производители, сейчас эта рулетка просто отвратительного качества. Лента стала толще, то есть вот эта вот катушка стала какая-то больше. Она не собирается, вот здесь она собирается в плотный такой вот бублик. В современных, которые сейчас продаются, именно эта же модель, она какой-то бублик этот толстый. Оно не собирается, тут есть какие-то пустоты. В общем, она плохо выстреливает вот так вот. Ну, то, что вот ребята сейчас покупают, рассказывают, показывают, жалуются. В общем, качество уже все совсем не то. Я не знаю, где ее делают. Вот это старая, ну, больше 10 лет. Ей там лет 15 назад, может, мне ее подарили. И она, конечно, качество отменное. Вот я пользуюсь и не знаю, сколько она еще у меня проживет. Но, в общем, такая вот рулетка есть. Ну, конечно же, обычные мои любимые рулетки Stanley Classic. Прям обожаю. Очень люблю Stanley Classic. Это мне подарил мой брат родной. Тоже давно, лет 10-15 назад. В общем, это вот, у меня их было много, а вот осталась только 10-метровая. Вот, класс. Обожаю ее. Что еще? Какой же еще экскурс мне по инструментам показать? Что? Угольники мои. Все мои угольники самодельные. Маленький тоже много-много лет назад сделал. Маленький проверяю, когда доски пристругиваю, смотрю, чтобы 90 градусов была кромка относительно пласти. Этот вы видели на ютубе я делал. Этот просто угольник тоже сделал. Вот такой угольник тут с латунной вставкой. Вот это было бы хорошо сделать линейку из стали. Есть у меня задумка, надо латуни только купить такой. Буду делать. Вот. Все мечтаю о комбинированном угольнике Starrett. Или какой-то такой, просто чугунную, хочу чугунный этот красивый комбинированный угольник. Но пока не удалось мне купить его. Ага, ножовку еще одну не показал. Это обычная, самая недорогая ножовка, боже, как она называется, Spear Jackson. Spear Jackson. Рукоятку я сделал сам, там было неудобно, у нее какой-то был, она какая-то прямая, то есть если вот так чуть-чуть берешь, вот так вот она начинает давить сюда, в руку. Вот. Хорошая, надежная пила, зубья не каленые, поэтому можно спокойно затачивать. Я ее что-то там переточил, она какой-то универсальный зуб имеет. Надо, наверное, покупать две и делать. Просто он здесь не продается в Украине. Не помню номер этой модели. В общем, Spear Jackson выпускает универсальную, что-то там парадольную, поперечную. Вот это универсальная. И к нам привозят сюда только универсальная. Вот. И так как нет возможности у меня купить другие, то, скорее всего, надо купить еще одну. И одну сделать из нее чисто поперечную, из другой только продольную. Все. Пила да хороша, особенно за свои деньги, за свои там 20-25 долларов. Шикарная пила. То, что надо. Так, что еще? Киянки. Да, киянки, могу показать. Показываю киянки. Вот, это Сергей Соколов мне сделал. Серега, спасибо. Вот, эту ручку я немножко модифицировал. Вот. И приклеил кожу. Здесь тонкая кожа. Нет, да, здесь тонкая кожа, а здесь толстая миллиметра 3. Такая, ну, классная штука. Вот кожа позволяет бить спокойно, не оставляя вмятин на древесине, особенно на твердой.
Так что, ну вот, хороша киянка. Эту вы видели, я на ютубе делал. То же самое. Тонкая кожа, там 1,5 и 3 здесь. По стамескам я не бью вот этими мягкими киянками. Мне нравится. В общем, по стамескам я бью только стальными молотками. Мне нравится. Поэтому кто расскажет, что... Так, что еще? Так. Ерунок. То есть угольник под 45 градусов. Тоже самодельный. Ничего особенного. Шаблончики разметочные для ласточкиного хвоста. 2. Кто знает, почему их 2? Это 1 к 6 для мягких пород и 1 к 8 для твердых пород. Вот. Тоже я делал на ютубе. Вот этот, кажется. Или вот этот, не помню. Какой-то из них я делал на канале. Так. Отвертка для... Такая моя самодельная отвертка для откручивать... вот чтобы откручивать вот этот вот болтик в железке. Что еще? Отвертка под биты. Самодельная из битодержателя Стэнли. Много лет ей уже, очень нравится мне. Дэн, спасибо тебе за нож, подарок от друга. Олфа. Ну, классный нож. Что еще добавить? Олфа и есть Олфа. Так. Ну, кажется, все. Про щетку я рассказал, да? Нет, не рассказал. Вот у меня была такая щетка-сметка. Это от Андрея осталось мне. Андрюха, вот посмотри, что с твоей щеткой случилось. Видишь, она уже совсем вот состарилась. Она была раза в 3 длиннее. Вот. Это пальмовый какой-то этот вот, кокосовое пальмовое волокно. В общем, очень хорошее, оно такое вот антистатическое, то есть ничего не... Стружка не летает и не прилипает ни к щетке, ни к столу. В общем, хорошая щетка. Но вот уже совершенно состарилась. А вот эту я купил недавно, просто из-за того, что там уже совсем написано было 100% натуральная щетина. Конечно же, ну не конечно же, но, к сожалению, это был обман. И тут это не натуральная щетина. И она создает статику. Ты вот метешь, она что-то прилипает, она взлетает, эта стружка. В общем, это... Она красивая, аккуратная, но плохая. Буду искать что-то с натуральным волокном. Так что, как это, с щетиной натуральной. Дикого кабана, как, например, это делает Ленильсон. Вот. Может, надо, скорее всего, у Ленильсона купить и все, но сюда не отправляют в Одессу. Так. Когда-то много лет назад я купил масло Фестул у Димы Довженко и салфетки к этому маслу. Классные салфетки, там многослойные, такие голубые, кто помнит. Очень, это бумажные салфетки, типа безворсовые, очень плотные, хорошо впитывают масло. В общем, шикарные, вот такие вот классные. Но стоят что-то каких-то денег дурных, там вот такой рулон 50 евро. Ну, может не такой, может чуть больше, не помню. Ну, в общем, очень дорого. И потом у нас продавались в магазинах, я уже нашел баги. Чудо-полотенце, вот так называлось, это израильская фирма Баги. Сейчас у нас продается в магазинах только Баги Чудо-тряпка, но это синтетика, Чудо-тряпка синтетика, и она не подходит, она что-то тянется, там волокна эти, в общем, она не подходит для масла. Но вот те Чудо-полотенца, если вот у вас где-то там в городе есть такие салфетки, они очень хорошо впитывают масло, прям классно. Вот они, они даже вот по ощущениям, по вот своей фактуре, этой структуре, по толщине, вот все вот совпадает, очень похоже на те фестуловские полотенца. И стоят, намного дешевле. Я не знаю, сколько сейчас их нет в продаже. Вот. Но я нашел здесь вот такие, это Зева. Это тоже такие вот полотенца, бумажные полотенца, в общем, вот такие. Они чуть-чуть тоньше, чем баги, и есть без рисунков, эти с рисунком, но есть и без рисунков продаются, есть еще они отрыв вот такой половинкой, все равно, без разницы. В общем,
тоже очень похожа, ну, такая вот бумага, она там не размокает от воды, например, то есть это не раскисает, тоже очень классная плотная салфетка, очень похожа на Festool и очень похожа на те баги, может быть чуть-чуть тоньше, но опять-таки столько, сколько они стоят, я не помню, гривен 300, кажется, 2 рулона, там 151, ну, в общем, очень недорого и очень классные, они хорошо впитывают масло, то есть я ими пользуюсь постоянно. Также вы у меня на канале можете встретить их постоянно. Так что вот чем пользуюсь я. Хорошо. Вопрос по маслу. Маслом я пользуюсь. Сейчас покажу. Нет, не покажу. Банки нет уже. Все. Не покажу. Не покажу. Блин. Ну ладно. Покажу уже размешанное. В общем, я покупаю самое недорогое масло тунговое чистое, это Белинка. Раньше покупал Борма, но есть еще Bionic House. Просто мне Bionic House не нравится, они в пластиковом ведре, то есть так не прикольно. И они ничем не отличаются, то есть масло, натуральное чистое тунговое масло Белинка, Bionic House или Борма, они ничем не отличаются, кроме цены. То есть Борма в 2 раза дороже, например, чем Белинка. Разницы 0. И то чистое тунговое масло. Запах, цвет, консистенция, все одинаковое. Скорость высыхания и так далее. То есть я покупаю чистое тунговое масло, добавляю туда, можете посмотреть на мои все там ролики другие про масло, там у меня есть. Может, я про тунговое отдельно сниму. Поэтому сейчас, наверное, спойлерить не буду. Вот, тем более у меня сейчас нет, надо купить новое масло и сварю. Вот. Специальными... Колея. Какими колеями я пользуюсь? Мой любимый клей для работы в столярке это вот этот вот Titebond Original. Почему он? Когда рассказывают про влагостойкость клея... Так. Когда рассказывают про влагостойкость клея, меня вообще это сильно удивляет, вообще, когда, особенно как клиенты, помню раньше, такой, клей влагостойкий? Я говорю, вы что, собрались, говорю, ну и в ковчег строите этим клеем или что? Ну, то есть, это такое ощущение, что люди готовятся к всемирному потопу, что у них мебель вся будет плавать и так далее. Старинное какое-то немецкое пианино, убитое вообще, разбитое на запчасти. И оно у нас стояло возле цеха на улице. Оно было поклеено все на столярный клей, то есть там на костный клей, который абсолютно не влагостойкий, совершенно. Она стояла и шпон весь приклеен вот на этот клей. Это пианино стояло на улице несколько месяцев, под дождем, под солнцем. И шпон только чуть-чуть на краях вот так вот облез и все. Это, это просто вот были такие условия. То есть я вас уверяю, что вы заклеите на любой клей, и если будут стоять изделия на улице, то шпон это тогда облезет аж бегом любой клей, то есть самый влагостойкий, он все равно будет, если, конечно, только это не эпоксидка, там, знаешь, и пропитан этот шпон насквозь, то есть, вот, короче, влагостойкость клея это совершенно какая-то фантазия, маркетинговая такая вот, не знаю, маркетинговая такая легенда о том, что влагостойкость это очень-очень важный параметр, поверьте, вот этот клей, он не влагостойкий. Он полностью смывается, растворяется водой, даже когда полностью засохнет. Но поверьте, даже разделочные доски, которые вы сделаете, намажете этим клеем, они будут годами служить. Вы их можете мыть под водой, под горячей водой, моющим средством. Вы никогда не расклеите этот шов. Потому что, чтобы расклеить клеевой шов, даже если он не влагостойким клеем, то вам надо полностью этот шов насквозь пропитать водой, нагреть, там еще что-то. Не знаю, я не знаю, как надо там распаривать, вот, чтобы отклеить. Тем более, а если это мебель, то даже говорить не о чем. А плюс у этого клея огромен. Вы когда спокойно можете там запачкать одежду, там еще что-то случайно или специально, или вытирать, или вы из той секты, которые вытирают руки от клея об штаны, то этот клей спокойно выстирывается и не остается ничего. Поэтому это классный клей, мне он нравится, он очень быстро схватывает. Вообще это, поэтому я очень люблю этот клей. Для ремонта мебели, особенно вот для ремонта стульев, у которых раздолбались, разболтались шипы,
Я не использую ПВА, не использую оригинал, и столярный клей не использую. Я использую полиуретан, потому что раздолбанные шипы, они уже не так плотно посажены, как чистое, вот, как свежее изделие, вот, которое можно спокойно, ну короче, вот этим клеем. И раздолбанные вот эти вот шипы, шиповые соединения, вот все пустоты заполняются полиуретаном и держит отменно. В общем, так. Морилки и бейцы, какие я использую, это вот такие вот на масляной основе бейца до древна Видарон и мой любимый Воротан. Вот стоит, прям вообще. Хочу еще попробовать Минвакс. Не пробовал, но у нас он продается, и помню в журнале Woodmaster они где-то были всякие эксперименты. Короче, хочу попробовать этот Минвакс. Буду пробовать. А так, сейчас мои фавориты, конечно, это Видарон и, как его более дешевая замена, это, то есть, да, Видарон и Воротан. А это вот более дешевый, короче. Так, дальше. Дальше, наверное, все. А дальше предлагаю пойти и поработать. Если что-то забыл, расскажу в следующем ролике. Пока!